Инструменты форматирования в модуле PriceMaster предназначены для адаптации и дополнения данных о товарах для загрузки в каталог. Форматеры применяются к колонкам таблицы и после применения выдают результат в новой колонке, название которой создано автоматически. Или же вы можете задать желаемое имя новой колонки в настройках форматера. Также можно задать имя колонки, к которой применяется форматер, тогда результат будет выведен в текущую колонку. Вы можете использовать неограниченное количество форматеров для одной колонки. При обновлении данных из источника ранее настроенные форматеры будут применяться ко всем новым строкам таблицы. То есть проект нужно настроить один раз, затем при обновлении форматеры будут применяться автоматически. У большей части форматеров есть фильтры, с помощью которых можно настроить условия, по которым форматер будет применяться к строкам таблицы. К примеру, вы можете настроить форматер, который будет применяться только к тем строкам, которые содержат определенное слово, или же добавить условия сравнения по цене, количеству и так далее. К каждому форматеру можно добавлять неограниченное количество фильтров. Во всех полях настроек форматеров можно использовать ссылки на другие колонки и ячейки таблицы, как текущего, так и других прайс-листов. Все форматеры применяются в порядке их добавления. Учитывайте этот момент при удалении ранее добавленных форматеров. Далее мы подробно рассмотрим каждый форматер, его настройки и примеры использования. Форматер дублирования. Форматер дублирования – это простой форматер, который дублирует данные колонки в новую колонку. Настройки форматера содержат только имя новой колонки и фильтры. Он применяется в тех случаях, когда вы хотите произвести какие-то действия с данными колонки, но при этом сохранить исходные данные в таблице. К примеру, вы хотите изменить цену товаров, добавив к ней определенный процент наценки, но при этом сохранить закупочную цену товаров в таблице. Или же вам необходимо дублировать только те строки в колонке, которые соответствуют условиям фильтрации. Форматер – вставка значения. Форматер – вставка значения – это форматер, который вставляет в новую колонку заданное пользователем значение. Настройки форматера содержат имя новой колонки, фильтры и поле значения, которое необходимо вставить в колонку с результатом. Он применяется в тех случаях, когда вы хотите добавить в таблицу новую колонку с заданным значением. К примеру, вы хотите добавить в таблицу колонку с названием категории товаров или брендом. Для примера мы создадим колонку с названием категории товаров. И при помощи фильтров настроим форматер таким образом, чтобы он вставлял имя категории в новую колонку только для тех товаров, которые соответствуют условиям фильтрации. Форматер – замена значения. Форматер – замена применяется для замены текста в ячейках колонки на другой заданный пользователем текст.
Настройки форматера содержат имя новой колонки, фильтры, метод обработки строки, текст, который необходимо найти, и текст, на который необходимо заменить найденный текст. Он применяется для исправления опечаток, некорректных значений или же для стандартизации формата данных в колонке. Для примера в колонке с названием товаров мы скорректируем все названия брендов таким образом, чтобы они все начинались с большой буквы. Делать это будем простым строковым методом обработки поиска и замены. Далее, после слова «product» мы вставим пробел. Далее рассмотрим метод обработки регулярным выражением. Регулярные выражения – это мощный инструмент для обработки текста. Он позволяет искать и заменять текст по шаблону. Синтаксис регулярных выражений вы можете найти в интернете или же воспользоваться этой простой шпаргалкой. К примеру, с помощью метода обработки регулярным выражением мы уберем все скобки из названия товара. Для более сложного примера мы найдем в названии товара все артикулы и вставим их в конец названия товара. Форматер – извлечение данных. Форматер – извлечение данных применяется для извлечения данных из ячеек колонки и вставки их в новую колонку. При помощи этого форматера вы можете извлекать характеристики товаров, артикулы, названия категорий, брендов и многое другое. Настройки форматера содержат имя новой колонки, фильтры, метод извлечения данных из ячейки и способ вставки результата в таблицу. В зависимости от метода извлечения данных, форматер может содержать дополнительные поля для настройки. Метод «текст до и после» позволяет извлекать данные из ячейки по заданному тексту, до и после которого находится нужная вам информация. Для примера мы извлечем из названия все данные, которые находятся между скобками. И выберем способ вставки результата в таблицу через разделитель в одну ячейку. Как мы видим, в новой колонке появились все данные, которые находятся между скобками через разделитель. В случае выбора способа вставки по колонкам, каждый результат будет вставлен в отдельную колонку. Если мы выберем способ вставки результата в колонку, тогда все результаты будут вставлены в порядке их извлечения в строки ниже. Для более наглядного примера мы извлечем из названий товара все артикулы и бренды товара. Метод извлечения чисел позволяет извлекать из строк все последовательности чисел. Его можно применять для извлечения цен, характеристик и других данных в том случае, когда числовые последовательности находятся в одинаковом порядке в колонке.
Метод извлечения ссылок позволяет извлекать из ячеек ссылки на другие страницы и изображения. В настройках вы можете выбрать, какие конкретно ссылки вам необходимо извлечь и в каком виде вставить в таблицу. Метод извлечения email извлекает из ячеек все email-адреса. Метод извлечения содержит символы, позволяет извлекать из строк все последовательности символов, которые указаны в поле настроек. Метод извлечения регулярным выражением позволяет извлекать из ячеек данные по заданному шаблону регулярного выражения. Для примера мы извлечем из названий товара все бренды, артикулы, типы товара и характеристики. Форматер – склейка данных. Форматер – склейка данных применяется для объединения данных из нескольких колонок в одну. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры и поле, в которое вводится выражение, состоящее из ссылок на другие колонки и текста. Для примера мы склеим вместе название товара и цвет товара из другой колонки, который мы обрамим в скобки. Форматер – разбивка данных. Форматер разбивки данных применяется для разбивки данных колонки. В обрабатываемой колонке данные должны быть разделены каким-либо символом или же иметь определенный формат. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры, метод обработки строки и способ вставки результата в таблицу. Метод обработки строки включает в себя строчный метод разбивки строки через разделитель и регулярное выражение. Для примера мы разобьем колонку с категорией товаров, в которой содержится несколько категорий, разделенных через запятую. Для примера разбивки регулярным выражением мы разобьем название товара, но в качестве разделителя укажем шаблон регулярного выражения, который соответствует артикулу товара. Форматер – заполнение. Форматер заполнение заполняет пустые ячейки в колонке предыдущими непустыми значениями. Данный форматер не содержит настроек. Его можно применять при редактировании нестандартных прайс-листов или при парсинге целых сайтов. Для примера мы применим форматер заполнения к колонке с категорией товаров, в которой над группой товаров указана категория, но в строках самого товара категория не указана. Как видим, данные заполнились, и теперь в каждой строке указана категория товара. Форматер – подтяжка данных. Форматер – подтяжка данных применяется для подтягивания данных из листов как текущего прайса, так и других прайс-листов, загруженных в модуль. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры и два поля, в которые вводятся ссылки на колонки из прайс-листа, с которого необходимо подтянуть данные. Первое поле – это колонка для сверки. По ней будет производиться поиск совпадений в другом прайс-листе с текущей колонкой. Второе поле – это колонка, из которой будут подтянуты данные с другого прайс-листа.
Обязательным условием является то, что ссылки колонки для сверки и колонки, из которой будут подтянуты данные, должны быть из одного и того же листа. При помощи этого форматера вы можете подтягивать цены, характеристики, артикулы, названия категорий и многое другое из других прайс-листов, при условии, что у всех прайсов есть одинаковая колонка, по которой можно произвести сравнение. Для примера, вы можете сравнивать цены своих поставщиков или конкурентов. Для наглядного примера мы подтянем в текущий прайс-лист цены и категорию товара с другого прайс-листа. У обоих прайсов есть колонка с артикулом товара, по которой мы и будем производить сравнение. Как видим, данные цены и категории товаров подтянулись из другого прайс-листа. Ссылочная система устроена таким образом, что при изменении данных в одном прайс-листе данные в другом прайс-листе будут обновлены автоматически. Форматеры, сложение, вычитание, умножение, деление. Эти математические форматоры применяются для выполнения математических операций над числами в колонке. В основном они используются для изменения цен товаров и добавления наценок магазина. У всех этих форматеров одинаковые настройки. У них есть имя новой колонки, фильтры и поле, в которое вводится числовое значение. Для примера использования мы добавим наценку в 20% к ценам товаров с помощью форматера умножения. Точно так же, как и форматер умножения, можно использовать форматеры вычитания, умножения и деления. Форматер округления. Форматер округления применяется для округления чисел в колонке по заданному кратному значению. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры, способ округления и поле, в которое вводится числовое значение, кратно которому будут округляться числа в колонке. Для примера мы возьмем колонку с ценами и округлим все цены кратно 10. В способе округления вы можете выбрать, как округлять числа в большую или в меньшую сторону. Форматер – случайное число. Форматер – случайное число применяется для генерации случайных чисел в заданном диапазоне. Его можно применять для случайного изменения цен товаров, для назначения товарам случайных скидок или же для выбора случайных товаров из списка. Случайные числа будут меняться при изменении данных в источнике. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры, минимальное и максимальное значение случайного числа. Для примера мы создадим колонку с случайным числом от 10 до 50 и добавим случайное значение к цене.
В другом примере мы создадим колонку с случайным числом от 0 до единицы и отфильтруем все товары, у которых случайное число больше 0. Таким образом, в прайс-листе останутся только случайные товары. Форматер – удаление ссылок. Форматер – удаление ссылок применяется для удаления ссылок из HTML-кода в ячейках колонки. Часто бывают случаи, когда поставщики вставляют в свои описания ссылки на другие товары или же на сайт поставщика. Это может плохо сказываться на поисковой оптимизации вашего сайта. Настройки форматера содержат название новой колонки и фильтры. Для примера мы возьмем и удалим все ссылки из описаний товаров. Как видим, раньше в описаниях были ссылки, а теперь их нет. Форматер HTML в текст. Данный форматер применяется для конвертации HTML-кода в текст. Настройки форматера содержат название новой колонки и фильтры. Для примера мы конвертируем HTML-код в текст в колонке с описанием товаров. Как видим, теперь описание товара отображается в виде текста. Форматер удаления видео YouTube. Данный форматер применяется для удаления YouTube-видео из HTML-кода. Настройки форматера содержат название новой колонки и фильтры. Для примера удалим все видео в колонке с описанием товаров. Как видим, в описаниях все видео из YouTube были удалены. Форматер – загрузка фото из HTML. Часто бывает, что поставщики вставляют изображение в HTML-код, ссылки на которые ведут на их сервер. Это может плохо сказываться на поисковой оптимизации вашего сайта. Данный форматер загружает все изображения товаров из HTML-кода на сервер вашего интернет-магазина и изменяет все загруженные ссылки на ссылки с вашего сервера. Настройки форматера содержат название новой колонки и фильтры. Для примера мы применим этот форматер к колонке с описанием товаров. Как видим, раньше ссылки вели на сайт поставщика, а теперь они ведут на наш сервер. Форматер – текст в ссылку. Данный форматер находит в тексте заданный пользователем текст и преобразует его в ссылку на заданный адрес. Этот форматер применяется для улучшения поисковой оптимизации и для удобства навигации пользователей по вашему сайту. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры, метод поиска текста, поле, в которое вводится текст, который необходимо найти, и поле, в которое вводится ссылка. Для примера мы применим этот форматер к колонке с названием товара и превратим слова «ноутбук» в ссылки, ведущие на категорию «ноутбуки». Как видим, теперь в названиях товаров слово «ноутбук» превратилось в ссылку. Для примера использования регулярного выражения мы сделаем ссылки на категорию телефонов. Форматер – генерация артикула. Этот форматер применяется в случаях, когда в прайс-листе поставщика отсутствуют артикулы товаров.
Но для загрузки товаров в каталог обязательным условием является наличие уникального артикула у каждого товара. Генератор артикулов создает артикул, основываясь на данных товара из нескольких колонок. Настройки форматера содержат: префикс – это текст, который будет добавлен в начало артикула, информационное поле, которое информирует о уникальности выбранных колонок, и блок для выбора колонок, из которых будет сгенерирован артикул. Выбирая колонки для генерации артикула, вы должны учитывать то, что в совокупности выбранных колонок значения должны быть уникальными, и они не должны меняться при обновлении прайс-листа. Такими колонками могут быть название товара, бренд, цвет, размер, характеристики и тому подобные колонки. Для примера мы сгенерируем артикулы, основываясь на названии товара, бренде и цвете. Как видим, при выборе этих колонок информационное поле сообщает нам, что в совокупности этих колонок значения будут уникальными. После генерации артикулов мы можем увидеть, что артикулы сгенерированы и они уникальны. Артикулы состоят из префикса, номера поставщика и порядкового номера сгенерированного артикула. Форматер – генерация URL-адреса. Этот форматер генерирует уникальный URL-адрес, основываясь на каждой строке поданной колонки. В случае, если такой URL-адрес уже существует, то к нему будет добавлен порядковый номер, который сделает его уникальным. Настройки форматера содержат название новой колонки и фильтры. Для примера мы сгенерируем URL-адреса, основываясь на названии товара. В этом случае адреса сгенерированы, и они уникальны. Для примера генерации URL-адреса на колонке, в которой есть дубликаты, мы сгенерируем URL-адреса, основываясь на цвете товара. Как видим, адреса сгенерированы, и к дубликатам добавлен порядковый номер. Форматер ChatGPT. Этот форматер применяется для генерации текста на основе заданного пользователем запроса. Данный форматер обладает широким спектром возможностей и множеством вариантов для его использования. Он может генерировать тексты для описаний товаров, статей, категорий, мета-тегов, отзывов. Он может извлекать информацию, перефразировать и переводить тексты, производить выжимку из статей и многое другое. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры, поле для выбора нейронной модели, поле для ввода запроса к нейронной модели. Количество потоков – это количество одновременно запущенных параллельных запросов к нейронной модели. Рекомендуется использовать не более 10 потоков. Количество токенов – это максимальное количество слов, которое будет сгенерировано нейронной моделью. А также для более тонкой настройки есть поля: температура, разнообразие, штраф за частоту, штраф за присутствие. Ознакомиться с этими настройками вы можете на официальном сайте OpenAI. Также есть кнопка для очистки кэша форматера. Кэш – это хранилище, в которое сохраняются все запросы и ответы нейронной модели. Таким образом, при одинаковом повторном запросе к нейронной модели ответ будет получен из кэша. Такой подход позволяет сохранить ранее полученный результат, существенно ускорить работу и сэкономить средства на использовании нейронной модели. У каждого прайс-листа есть свой кэш, то есть, очистив кэш одного прайс-листа, вы не затронете кэш другого прайс-листа.
Для примера мы сгенерируем HTML-описание для товаров, основываясь на названии товара. Учтите, что генерация большого количества описаний может занять продолжительное время. Но далее, если сам запрос и его настройки не меняются, то результаты будут получены из кэша мгновенно. Как видим, генерация прошла успешно, и HTML-описания сгенерированы. Далее мы попросим ChatGPT перевести название товаров на украинский язык. В итоге мы получили переведенные названия товаров. Для ознакомления с другими возможностями чата GPT вы можете посетить официальный сайт OpenAI или спросить у самого чата GPT. Для того, чтобы форматер чата GPT работал, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте OpenAI и получить API-ключ. Информацию о том, как это сделать, вы можете найти в интернете или спросить у самого чата GPT. В интернете есть много статей и видео о том, как это сделать. После получения ключа его необходимо ввести в настройки модуля. Для этого перейдите на вкладку «Настроек» и введите полученный API-ключ в поле API-ключа, после чего нажмите кнопку «Сохранить». Стоимость использования нейронных моделей вы можете посмотреть на официальном сайте OpenAI. На данный момент использование модели GPT-3 стоит 1 цент за 5000 токенов. То есть за 1 цент вы можете сгенерировать 5 описаний товаров по 1000 слов в каждом. Форматер – генерация текста. Форматер – генерация текста генерирует текст на основе настроенного шаблона. Его можно применять для любой генерации текста, например, для генерации описаний товаров, мета-тегов, отзывов и так далее. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры, зерно генерации и блок для составления шаблона. Зерно генерации – это число, которое будет использовано для подбора вариантов генерации текста. То есть при одинаковом зерне генерации результаты будут одинаковыми для каждой позиции товара. В блоке составления шаблона есть кнопка добавления нового поля для генерации. Каждое поле – это набор вариантов текста, из которых будет выбран случайный вариант. Все варианты в поле разделяются 2 символами вертикальной черты. Также у поля есть настройка количества выбора вариантов из поля и шаблоны поля. Шаблоны поля – это готовые пользовательские шаблоны, которые часто используются для генерации текста. Вы можете сохранять и удалять пользовательские шаблоны. Шаблоны сделаны для оптимизации и удобства работы над составлением шаблона. Для простого примера логики работы генератора мы внесем в первое поле последовательность чисел через разделитель. После генерации мы видим, что в каждой позиции товара был выбран случайный вариант из поля. Если изменим зерно для генерации и снова сгенерируем, то результаты будут другими. Теперь для примера мы изменим количество вариантов выбора из поля и снова сгенерируем. Как видим, теперь из поля выбирается 2 случайных варианта. Далее мы добавим второе поле и внесем в него последовательность букв через разделитель.
Теперь после генерации мы видим, что в каждой позиции товара был выбран случайный вариант из первого и второго поля. То есть таким способом мы можем генерировать большое количество разнообразных вариантов текста. Теперь для примера мы сгенерируем метазаголовки для товаров. В первое поле мы введем несколько вариантов начала метазаголовка. Во второе поле мы вставим ссылку на колонку с названием товара. В третье поле мы вставим несколько вариантов для окончания метазаголовка. Далее сгенерируем и посмотрим, что получилось. Для примера использования шаблонов поля мы сохраним шаблон первого поля. Теперь в дальнейшем нам не нужно составлять шаблон заново, мы можем просто выбрать его из списка шаблонов. Форматер – разбивка листа. Форматер – разбивка листа разбивает лист на несколько листов. Он нужен для обработки нестандартных прайс-листов, в которых товарные позиции расположены в нескольких колонках на одном листе. Или же данные смещены, к примеру, часть названий товаров находится в первой колонке, а часть во второй. Настройки форматера содержат кнопку для добавления блока условий, в котором вы можете задать условия для разбивки листа. Блок условий поделен на две секции. Первая секция отвечает за разбивку листа по колонкам. В ней содержится два поля, в которые вносятся ссылки на начальную и конечную колонки. То есть из листа будут вырезаны все колонки, которые находятся между начальной и конечной колонкой. Второй блок отвечает за разбивку листа по строкам, в нем содержится два поля. В первое поле вносится ссылка на колонку, во второе поле вносится текст из ячейки, при встрече которого будет произведена разбивка листа. Для примера, если мы хотим разбить лист по колонкам, то в первый блок вносим ссылки на начальную и конечную колонку. При этих настройках из листа будут вырезаны с нулевой по вторую колонки и добавлены в новый лист. Теперь добавим второй блок условий и внесем условия для разбивки с пятой по седьмую колонки. Как видим, появилось два новых листа. В первом листе находятся колонки с нулевой по вторую. Во втором листе находятся колонки с пятой по седьмую. Теперь рассмотрим пример разбивки листа по строкам. Внесем в первый блок условий ссылку на колонку и текст, при совпадении которого будет произведена разбивка листа. При этих настройках лист будет разбит таким образом. Теперь во второй блок добавим тоже условия для разбивки листа по строкам. Как видим, лист был разбит по колонкам и по строкам в соответствии с заданными условиями. Форматер фильтрация. Форматер фильтрация позволяет отфильтровать строки в прайс-листе по заданным условиям. Он используется для удаления ненужных строк из прайс-листа, в которых содержится некорректная информация, или же для частичной загрузки прайс-листа.
Настройки форматера содержат кнопку добавления фильтра. После добавления фильтра в блоке фильтров появится новый блок с настройками фильтра. Каждый блок фильтра содержит поле для выбора условия и поле для ввода значения. Можно добавлять неограниченное количество фильтров, то есть можно задать неограниченное количество условий для фильтрации. Для примера мы применим фильтр к колонке с названием товара и оставим только те строки, в которых есть слово Samsung. Далее мы применим фильтр к колонке с ценой и оставим только те строки, в которых цена больше 10 тысяч. Как видим, остались только те товары, у которых в названии есть слово Samsung и цена больше 10 тысяч. Форматер – перевод текста. Этот форматер нужен для перевода текста с одного языка на другой. Используется для поддержки многоязычных интернет-магазинов или же когда предоставленный поставщиком прайс-лист содержит информацию на другом языке. Форматер устроен таким образом, что он сохраняет в базу данных ранее переведенные тексты. То есть, если встретится текст, который был переведен ранее, то перевод будет взят из базы данных без лишних затрат на использование сервиса перевода. Настройки форматера содержат название новой колонки, фильтры, метод перевода текста, поле для выбора исходного языка и поле для выбора языка, на который нужно перевести текст. Для примера мы переведем название товаров с украинского языка на английский. В этом случае метод перевода будет обычным. Как видим, названия товаров перевелись на английский язык. Далее, для примера, мы переведем название характеристик товара. Так как в каждой ячейке содержится несколько значений через разделитель, то и переводить будем методом перевода через разделитель. В этом случае каждое значение будет переведено отдельно, что обеспечит более корректный перевод. Как видим, названия характеристик перевелись на английский язык. Для того, чтобы форматер перевода текста работал, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Google и получить API-ключ. Информацию о том, как это сделать, вы можете найти в интернете. Есть большое количество статей и видео на эту тему. Далее, после получения API-ключа, его необходимо ввести в настройки модуля. Для этого перейдите на вкладку настроек и введите полученный ключ в поле Google Translate API Key, после чего нажмите кнопку «Сохранить». Стоимость использования сервиса перевода вы можете посмотреть на официальном сайте Google. В данный момент Google дает бесплатно перевести 500 тысяч символов в месяц. Форматер парсинг. Форматер парсинга позволяет извлекать информацию из других сайтов и добавлять ее в прайс-лист. Это многоцелевой форматер, который может использоваться для различных задач, таких как наполнение прайс-листа информацией из других сайтов, анализ конкурентов, подтяжка курсов валют и многое другое. Настройки форматера содержат фильтры и кнопку с дополнительными настройками. Дополнительные настройки содержат две вкладки.
Первая вкладка – это заголовки запроса, в которые вы можете задать заголовки для запроса к сайту, с которого будет производиться парсинг. Заголовки нужны для обхода блокировок и ограничений на сайтах, с которых производится парсинг. Также некоторые сайты хранят в заголовках информацию о выбранном языке сайта, валюте и другие параметры, которые могут понадобиться для корректного парсинга. В дальнейших примерах мы рассмотрим несколько таких вариантов. Вторая вкладка – это настройки кэша парсинга. Кэш парсинга – это база данных, в которую сохраняются загруженные страницы, с которых производится парсинг. Тут есть поле, в котором вы можете задать время жизни загруженных ссылок в кэше парсинга. Время жизни кэша измеряется в часах, и по истечении этого времени ссылки будут загружены заново. К примеру, если вы установите время жизни в 1 час, тогда по истечении 1 часа при загрузке прайс-листа ссылки будут загружены заново. Этот подход позволяет всегда получать актуальную информацию с сайта, с которого производится парсинг, и не делать лишних загрузок. Если оставить поле пустым, тогда данные всегда будут браться из кэша. Также есть кнопка для очистки кэша парсинга. После нажатия на кнопку «Кэш» будет очищен, и при повторной загрузке прайс-листа все ссылки будут загружены заново. Далее мы рассмотрим несколько примеров использования форматера парсинга, которые помогут вам лучше понять его возможности. В первом примере мы рассмотрим случай, когда в прайс-листе есть колонка с ссылками на страницы товаров. Мы извлечем информацию с этих страниц и добавим ее в прайс-лист. Итак, для получения информации первым делом применим форматер парсинга к колонке с ссылками на страницы товаров. Начнется скачивание страниц. Скачивание происходит многопоточно. В данном случае в настройках установлено, что одновременно будет загружаться по 10 страниц. Количество потоков парсинга можно изменить в настройках загрузки на вкладке «Парсинг». После того, как все страницы из колонки будут загружены в кэш парсинга, мы можем приступить к извлечению необходимой нам информации. Как видим, теперь все ссылки в колонке подсвечены, и они стали кликабельными. После нажатия на любую из ссылок страница загрузится в панели для извлечения информации. Страница будет выглядеть не такой, как она представлена на сайте, так как она специально преобразована для удобства извлечения информации. Далее нам нужно найти блоки с необходимой нам информацией и выделить их. К примеру, начнем с изображений товара. После выделения одного из изображений в верхней панели инструментов появятся данные о выделенном блоке. Панель инструментов состоит из пути к элементу XPath и блока с данными, которые можно извлечь из выделенного блока. XPath – это путь, который нужен для доступа к элементу на странице. Чтобы понять логику составления пути XPath, нужно понять, как устроена страница. Весь HTML-код страницы – это дерево элементов. Каждый элемент может содержать в себе другие элементы. И у всех этих элементов есть свои атрибуты, такие как класс, идентификатор, название тега и так далее. XPath можно сформировать от самого верхнего элемента к конечному элементу, или же можно начать формирование с элемента, у которого есть атрибут с уникальным значением. Для примера рассмотрим простую вложенность элементов. Представим, что у нас есть элемент, у которого внутри есть 2 элемента, и у каждого из них есть тоже по 2 элемента.
Чтобы получить простой путь к выделенному элементу, мы можем начать формирование пути от самого верхнего элемента. Значение в квадратных скобках – это порядковый номер элемента в родительском элементе. Порядковый номер указывается в том случае, если в родительском элементе есть несколько одинаковых элементов. Если вместо порядкового номера указать звездочку, то будут выбраны все элементы на данном уровне. Для примера изменим в XPath порядковый номер элемента во втором уровне на звездочку. Как видим теперь, мы берем все элементы на втором уровне и, соответственно, получаем конечные элементы из них всех. Далее поставим звездочку на третьем уровне. Теперь мы берем все элементы и на третьем уровне. Далее рассмотрим вариант, когда у нас есть элемент, у которого есть уникальный атрибут. Теперь, чтобы добраться до выделенного элемента, мы можем начать формирование пути от элемента с уникальным атрибутом. Теперь путь к выделенному элементу будет выглядеть таким образом. Это были основные правила формирования пути XPath, которые вам понадобятся для работы с форматором парсинга. При наведении на блок XPath в выпадающем списке появятся дополнительные варианты путей для доступа к элементу. Дополнительные варианты нужны для вариативности доступа к элементу, так как в разных случаях один и тот же элемент может иметь разные пути. Все элементы в пути, которые подсвечены оранжевым цветом, это элементы, у которых есть порядковый номер. При нажатии на такой элемент его порядковый номер заменится на звездочку. И будут выделены все элементы на данном уровне. И теперь в блоке с данными есть несколько значений из всех выделенных элементов. Теперь нам нужно выбрать необходимые данные, в нашем случае это ссылки на изображение товара, и нажать на кнопку «Добавить». После добавления в панели парсинга появится строка, которая отвечает за добавление данных в прайс-лист. В каждой такой строке есть поле для ввода названия колонки, в которую будут добавлены данные, и две кнопки, которые работают в режиме переключателя. Первая кнопка отвечает за добавление всех или только уникальных значений в колонку. Если на нее нажать, она станет зеленой, и в колонку будут добавлены только уникальные значения. Вторая кнопка отвечает за способ добавления данных в колонку. По умолчанию все полученные значения будут добавляться в новые строки таблицы. Если на нее нажать, тогда все значения будут добавлены в одну ячейку через разделитель. Для примера попробуем все два варианта. Как видим, в этом случае все значения добавились в новые строки таблицы. Но нам нужно добавить все значения в одну ячейку через разделитель. Поэтому изменим способ добавления данных в колонку и нажмем кнопку «Применить». Теперь все изображения добавлены в одну ячейку через разделитель. Далее извлечем все характеристики товара. Для этого опять кликнем по любой ссылке в колонке с форматором парсинга и найдем на странице элементы с характеристиками товара. Как видим, элементы с названиями и значениями характеристик находятся в отдельных блоках. В этом случае нам сначала нужно выделить все родительские блоки, а потом выделять названия и значения характеристик внутри родительских блоков.
Таким образом, алгоритм сначала найдет все родительские блоки, а потом внутри каждого из них будет искать названия и значения характеристик. Такой подход обеспечит нам одинаковые последовательности этих двух значений. Сначала проверим, что все родительские блоки выделены корректно. После выделим внутри любого родительского блока название характеристики. Как видим, у нас получилось 40 значений названий характеристик. Далее добавляем эти значения в прайс-лист, даем имя колонки и выбираем режим добавления данных через разделитель в ячейку. Далее то же самое делаем за значениями характеристик. Перед добавлением проверяем количество полученных значений. Если оно совпадает с количеством названий характеристик, то значит все корректно. Далее сразу извлечем описание товара. Нажмем кнопку «Применить». Как видим, мы успешно извлекли название и значение характеристик, описание товара и ссылки на изображение товара. Далее рассмотрим пример полного парсинга сайта, с которого мы получим все товары. Итак, у нас есть прайс-лист, в котором есть ссылка на главную страницу сайта. Первым делом применим форматер парсинга к этой колонке. И нажимаем ссылку. Далее, чтобы добраться до всех товаров, нам нужно найти меню с категориями товаров и получить из меню все ссылки и названия категорий. Выделяем все пункты меню и добавляем из них названия и ссылки в прайс-лист. Вводим имена колонок. В этом случае нам нужно добавить только уникальные значения, так как пункты меню могут повторяться. Далее нажимаем кнопку «Применить» и проверяем результат. Мы получили все названия категорий товаров и ссылки на них. Теперь нам нужно применить форматер парсинга к колонке с ссылками на категории товаров. После загрузки нажимаем на любую ссылку и исследуем страницу. Далее мы видим, что в каждой категории есть пагинация, то есть несколько страниц с товарами в этой категории. Чтобы извлечь все страницы с пагинацией, нам нужно найти блок с пагинацией и извлечь из него все ссылки. Так как страницы категорий и страницы с пагинацией имеют одинаковую структуру, то мы можем использовать один и тот же форматер парсинга в колонке. Другими словами, мы можем добавить результат парсинга страниц пагинации в ту же колонку, в которую добавлялись ссылки на категории товаров. В этом случае ссылки на страницы пагинации будут добавляться в новую строку под строку с ссылкой на категорию товаров.
Парсер будет переходить на новую страницу пагинации, будет добавлять новые ссылки пагинации в ту же колонку и далее парсить их. Этот подход является рекурсивным, и важным моментом в этом подходе является то, что нам нужно добавлять только уникальные значения. Это очень важно. Иначе в колонку будут постоянно добавляться дубликаты, и парсер будет работать бесконечно. Итак, скопируем имя колонки с ссылками на категории товаров и введем его в поле для добавления данных в колонку, включим режим добавления только уникальных значений и нажмем кнопку «Применить». Как видим, теперь у нас есть ссылки на все страницы с товарами во всех категориях. Теперь нам нужно получить ссылки на товары из всех категорий. Для этого нажимаем на любую ссылку в колонке с категориями и находим и выделяем все блоки с товарами. Далее внутри блоков с товарами находим и выделяем ссылки на товары. Извлекаем ссылки на товары, даем название колонки, ставим режим добавления только уникальных значений и нажимаем кнопку «Применить». Теперь у нас есть все ссылки на товары с этого интернет-магазина. Далее мы будем извлекать информацию с каждой страницы товара. Для этого применим форматер парсинга к колонке с ссылками на товары. И ожидаем, пока все страницы товаров будут загружены в кэш парсинга. Далее нажимаем на любую из ссылок на товары, находим и извлекаем название товара. Далее извлекаем изображение товара, описание и цену товара. Так как изображений товара может быть несколько, мы выберем режим добавления данных в колонку через разделитель. И нажимаем кнопку «Применить». В итоге мы извлекли данные о всех товарах с этого интернет-магазина. Для того, чтобы в каждой строке было название категории, применим форматер заполнения к колонке с названием категории товаров. Для примера теперь можем посмотреть размер кэша парсинга. В общей сложности мы получили информацию примерно из 2500 страниц, и кэш занимает 390 мегабайт. Далее рассмотрим вариант с применением заголовков запроса на примере того же сайта. Для начала извлечем из сайта все категории товаров, как и в прошлом примере. Как видим, название категорий мы получили на русском языке. Если мы перейдем на главную страницу сайта, то увидим, что с сайта есть возможность выбора языка сайта. И мы попробуем извлечь информацию с сайта на украинском языке. Для этого, находясь на главной странице сайта, включим режим разработчика и перейдем на вкладку «Сеть». Далее отфильтруем запросы так, чтобы отображались запросы только к документу, и обновим страницу. Как видим, у нас есть строка запроса к главной странице сайта. После нажатия по этой строке откроется окно с информацией о запросе. Тут мы можем увидеть, какие заголовки были отправлены в запросе. Далее мы изменим язык сайта на украинский и опять обновим страницу. Теперь при выделении старой строки запроса и новой мы можем увидеть разницу в заголовках. Тут видно, что в заголовке куки есть параметр, который отвечает за язык сайта. Берем, копируем заголовок запроса и вставляем его в настройки форматера парсинга в поле «Заголовки запроса».
можем очистить лишние параметры из заголовка и оставить только тот параметр, который отвечает за язык сайта, или же оставить все параметры. Далее нажимаем кнопку «Применить». Как видим, теперь мы получили название категорий на украинском языке. Заголовки можно вставлять как по одному, так и все заголовки сразу. Для примера скопируем все заголовки запроса и вставим их в настройки форматера парсинга. В итоге мы разобрались, что с помощью заголовков запроса мы можем получать информацию с сайтов на разных языках, валютах и многое другое. Теперь мы рассмотрим пример с использованием форматера парсинга для получения всегда актуальных курсов валют. Для этого нам необходимо сначала найти сайт, с которого мы будем получать курсы валют. После создать пустой документ Excel и вставить в него ссылку на сайт, с которого мы будем получать курсы валют. Потом загрузим этот документ в модуль, откроем его и применим форматер парсинга к колонке с ссылкой на сайт. Перейдем по ссылке, найдем все элементы с курсами валют и извлечем их. Далее перейдем в настройки форматера парсинга и поставим время жизни кэша парсинга 24 часа. Перейдем в настройки планировщика обновлений и установим обновление прайс-листа раз в день в необходимое нам время. Теперь при каждом обновлении прайс-листа курсы валют будут обновляться автоматически каждые 24 часа. То есть у нас теперь есть прайс-лист, в котором будут всегда актуальные курсы валют. Теперь, имея актуальные курсы валют, вы можете использовать их во всех других прайс-листах с помощью ссылок на ячейки. Форматер «Подсветка». Это простой форматер, который не изменяет данные, а изменяет цвет фона и текста ячейки в прайс-листе. Он предназначен для цветовой дифференциации данных в прайс-листе и используется вместе с фильтрами. Настройки форматера содержат фильтры, цвет фона и текста ячейки. Для примера мы подсветим названия товаров, в которых есть слово Samsung красным цветом, а Apple зеленым. Как видим, все товары подсвечены по заданным настройкам. Далее подсветим все цены в прайс-листе, которые меньше 10 тысяч, желтым цветом.